Всем привет! Вы на канале Pop Music, меня зовут Настя, и сегодня у нас на обзоре компактная MIDI-клавиатура Donor DMK25 Pro. Давайте рассмотрим функционал клавиатуры. Мы видим транспортную панель с кнопками Loop, переключение между треками, Stop, Play и запись. Слева находится панель Pitch и модуляция. Эти панели сенсорные, и слева и справа, соответственно, от каждой панели находится световой индикатор, который позволяет нам видеть, на каком уровне у нас находится pitch и модуляция. Справа у нас находятся слайдеры, на которые мы можем назначить любую функцию, допустим, увеличение громкости. И над слайдерами также находятся нобы, на которые можно назначить любую функцию. Также мы видим 8 пэдов, но их гораздо больше, потому что с функцией Pad Bank мы можем переключаться между банками. Таким образом, мы можем назначить всего 24 звука на эти пэды. Далее мы видим кнопки Transpose, как обычно, которые позволяют нам переключаться между тональностями вверх и вниз. Кнопки Octave, которые повышают высоту тона на октаву вверх и вниз, соответственно. И кнопка Arpeggio. На MIDI-клавиатуре Donor есть функция выбора лада. Для этого мы зажимаем кнопку Transpose и октава. Дальше на клавише Scale. И на экранчике мы видим Edit Scale, и мы можем выбрать определенный лад. Допустим, это будет адорийский лад. И на клавиатуре нажимаем клавишу, которая соответствует функции Enter. Теперь у нас все ноты играют в дорийском ладу. И чтобы отменить эту функцию, также мы зажимаем кнопку Transpose и октава, выбираем Scale и возвращаемся к хроматическому ладу. И Enter. Также хочу отметить, что на экране показывается степень силы нажатия на клавиши. И вообще экран очень удобный, потому что мы можем на нем видеть все, что происходит с клавиатурой, все, что мы делаем, все функции, которые выбираем. То есть выбирать лады, выбирать темп, режим арпеджио и так далее. Также здесь есть функция арпеджио. Чтобы ее активировать, нажимаем кнопку арпеджио. Она загорается белым светом. На клавише выбираем движение арпеджио вверх-вниз. Также можно выбрать темп. Сейчас у нас 120 по умолчанию. Деление арпеджио, там четвертями, восьмыми, 16-ми. И свинг. Допустим, выберем движение вниз. И попробуем проиграть аккорд. Вот такая функция арпеджио. А теперь давайте проверим степень чувствительности клавиатуры. Несмотря на то, что клавиши гораздо меньше, чем мы привыкли, клавиатура в целом хорошо реагирует на степень нажатия и довольно отзывчивая. А теперь проверим чувствительность пэдов. Пэды нужно сильно прожимать. Для меня, например, это не очень удобно, потому что я люблю, когда пэд сразу реагирует там, даже на самое легкое прикосновение. Но для кого-то это может быть удобным, потому что вы не будете случайно задевать другие пэды. К сожалению, к MIDI-клавиатуре нельзя подключить педаль, но здесь есть функция Sustain. Для этого мы зажимаем две кнопки и активируем Sustain. И, соответственно, отжимаем. Sustain выключается. На задней панели мы видим USB-выход Type-C и MIDI-выход на 3,5 мм. А теперь давайте запишем небольшой музыкальный отрывок с помощью этой MIDI-клавиатуры. Начнем с клавиш.
А теперь запишем барабаны. А теперь запишем бас. И теперь поиграем на записанный фрагмент. Ну что ж, клавиатура очень удобная, многофункциональная и довольно стильная. Она в черном цвете. Если мне в следующий раз на концерте скажут одеваться в Total Black, я, наверное, возьму эту клавиатуру по приколу. У этой клавиатуры много функций. Лично мне понравилась функция выбора лада. И также клево, что световой индикатор поднимается и опускается вместе с нажатием на колесо модуляции. А также эта клавиатура будет удобной для диджеев, потому что здесь есть слайдеры для того, чтобы регулировать громкость. Много ручек, много пэдов. В общем, клавиатура клевая, приобретайте, берите с собой в поездки, на концерты, куда угодно. Ну а что думаете вы по поводу этой клавиатуры? Пишите в комментариях, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами была Настя, это канал Pop Music. Всем пока! И над слайдерами находятся колесики, на которые также можно... Тебя прям слово «колесики» Да, смущает. колесики, да. Ну, хочешь колес, скажи. Еще больше вопросов будет. Блин, может, у них какое-то есть название техническое? Я как дурачок Сейчас, сказал давайте колесики. посмотрим. Да нормально колесики звучат.